Самое главное — это маневр, тактика. Как зависит от командиров, что сверху, также от командиров, что внизу, и также от бойцов. Что мы учим бойцов — это думать. Проблема советского воспитания, что осталось у нас в армии: солдат стал, и он ждет приказа. И он, а что делать в таком случае? Он начинает теряться, не понимать. Мы учим даже человека думать, что делать, если так. Не надо зависеть от того. Понятно, есть определенная цепочка, там, командир роты, командир взвода, командир отделения, командир группы, командир подгруппы. Но также и ты есть индивидуум. Ты тут стоишь для того, чтобы защищать краину. Тебе дана сброя, чтобы защищать краину. И тебе дана голова, чтобы ты думал и грамотно поражал противника. И вот это сейчас нам надо сделать. Сейчас очень большая надежда, то, что сейчас идет большое поколение вперед. И также очень радует, что Рада приняла закон по поводу, что не обязательно высшая свита для офицера, потому что высшая свита для офицера, если брать с практики Израиля, это полный тупизм. Для офицера нужна военная практика, определенные критерии, подходящие для того, что он может быть лидером. Как рассказывают, знаешь, командиры, как мы, командиры поменьше, пытаемся довести, бойцу надо дать минимум. Когда ты накидаешь на бойца все, он просто начнет теряется. А ты должен думать за определенное. Командир роты думает про всех. Командир взвода меньше. У командира взвода есть сержанты, командиры отделений, которые тоже должны об этом думать. Бойцы также делятся на определенные группы. И тогда просто все идеал. Если каждый занимается своим делом, мы приходим к победе. Розкажіть трішки про себе. Ви громадянин Израиля. Так, я громадянин Израиля. Я родился в еврейской семье в Советском Союзе. В 90-м году, когда мне было 9 лет, я эмигрировал в Израиль, прожил там 20 лет до 29, это школа, колледж, армия. Жил своей жизнью, working класс, работал на простых работах. Это средний уровень жизни. Я знаю, что для постсоветского пространства тяжело понять, когда ты работаешь, там, стройка, промышленный альпинизм. Я так же работал на морских работах, кто-то там из нашей компании курьером, поваром. Это хватает тебе деньги, снимать квартиру, там, выходные отдыхать, там, раз в год-полтора куда-то выезжать нормально за границу. Ну, ни о чем не тужил. В определенный момент я поехал искать себя, прожила Россия, Европа. И так сложились обстоятельства, что в период Майдана я попал в Украину, я приехал помочь другу, он был медиком на Майдане. Попал на февральские события. После Майдана познакомился с итальянцем. Вместе мы поехали в Айдар, итальянец стал командиром Золотой роты, а после того, как 15 октября на 32-м блокпосту, когда Айдар пытался спасти Винницкую нацгвардию, мой командир положил життя, для меня пошла уже точка невозврата. И плюс, что меня сильно зацепило, это манипуляция России еврейским вопросом, играние с антисемитизмом. Сам как еврей, хоть я и не живу в Израиле, но я не плюю в колодец, который я пил, и я не люблю ложь, потому что это больная тема и создает лживое мнение. А как можно окрестить страну фашистами и карателями, если страна 4-е место праведников света, если отношения Украины и евреев всегда были добрые, просто вначале это делала Российская империя, потом Советский Союз, а сейчас продолжают ее начатки Россия. Ви намагаєтесь скільки вже років отримати українське громадянство? Получается, с 15-го року. Мне в 14-м року чего-то хотел итальянец, но он погиб. Потом я остался сам по себе. И в итоге первый такой сильный сдвиг — это в День защитника Витчизны. В 15-м року написали письмо президенту, волонтеры, о просьбе гражданства. На тот момент мне сделали легализацию, дали временную прописку. И благодаря этой временной прописке я оформился на службу. Потому что я понял, во-первых, был такой закон, что прослужи 3 года без залетов, без доганы, получишь гражданство. А учитывая, что я уже находился на войне и понимая, что моя краина в огне, как я могу сидеть, гулять по Киеву или по Тернополю и рассказывать, что я такой герой, я должен находиться там, где я потребен в своей стране, чтобы доказать, что я гиден. Ну а вот уже служим до сих пор. Уже, можно сказать, 3-й контракт, или я не знаю, как я сейчас мобилизированный, или зоповский контракт. У меня просто 24-го закончился 2-й контракт. І незважаючи на те, що настільки довго ви намагаєтесь отримати громадянство, у вас все одно є мотивація, щоб захищати Понятно, землю. это мой дом. Я знаю, что многие могут позлиться, но я из старых анархистов, как бы. Часть моего выхования — это махновская анархия, каталонская анархия, которая также это есть наше казачество. Я в Израиле жил в кибуце, и бумажка, что такое бумажка? Бумажку можно напечатать, главное, что есть тут в душе.
А мне в душе сподобается эта земля, мне сподобается этот край, я хочу тут жить, я знаю хорошо историю этой краины, плюс между моим народом и украинским народом есть очень-очень много общего и очень много лжи, которую надо победить и открыть людям свет. Ну а если я хочу жить, то надо продолжать, для чего мне сдаваться. Если я сдамся, то это не я уже. Ви штурмовик. Так. Згадайте найжорсткіший штурм, який відбувався в період повномасштабного вторгнення. Самое такое, первый шок для нас, не тоже шок, а самое жесткое, это началось 26 февраля на Анадоле. Получается, мы стояли на позициях, Старогнатовка под Угледаром. Еще 25-го, я прекрасно помню, что в обед мы звонили родным и говорили, все нормально, мы дали пизды, извиняюсь за это, я думаю, запипикает камера. Не переживайте, все хорошо. Мы потом сказали, вам обошли фланг и пошли на отход. Мы выстроились под Анадолем на Даповской ВОП, ну, миллионник, типа. И просто понимаешь, что стоим батальон с автоматами, самое тяжелое оружие, это было РПГ-18, было парочку джавелинов. Ну, когда они отработали, человек говорит, теплик, смотрите, сколько там техники, больше 100 единиц техники, это было немного страшновато. А так, каждый штурм, он имеет свою жесткость. Как бы. В каждом штурме что-то идет не так, что-то идет так. Где-то мы перемогаем, где-то мы выкручиваемся из ситуации. Мне было тяжело, когда был штурм Перекрестка, когда было продвижение вперед, если кто-то помнит, в конце октября, когда Айдар и чуть-чуть Сафари продвигались. Потому что там кое-что пошло не так, началась небольшая каша, часть командиров выбыли из строя из-за ранений, и я даже сам был подавлен, я тогда был уголовный сержант взвода, ну, благодаря одному командиру взвода, который просто поднял дух, я просто понял, что надо идти работу. Я не знаю, как это у нас пошло, блин, потому что когда мы наскочили на окоп уже на второй день, у нас пошло все по красоте, блин. У других уже были проблемы, ну и самое важкое было, это когда мы выходили и нас накрыла артиллерия. И тогда погибли люди, и это было очень тяжело, потому что знать, что ты прошел ад и прямо на выходе тебя накрыли, как-то не очень приятные есть потери. Тут під Бахмутом Айдар відповідальний, можна сказати, за дорогу життя. Так? Да. Наскільки ви справляєтесь з ворогом? Так, Айдар справляется на процентов где-то на 90, где-то даже на все 200. Просто, ну, мы не боги, мы не как в Наруто, что можно себя клонировать. От себя мы делаем максимальную работу. Не раз, как бы, еще до Бахмута я видел, как молодые ребята, только пришедшие, творили такие чудеса в штурме, когда ты смотришь, как он это делает. Вот даже на том штурме на Перекрестке я видел, как молодые. До этого ребята молодые просто останавливали противника. Я на жаль с ребятами в опытном не был, потому что я до этого был раненым. Уже я 2 раза был ранен за эту кампанию в сентябре и потом в начале ноября. Но, говорят, ребята там чудили просто космос, что аж Вагнер запросил перемирие и отошел назад. Потому что я постоянно поддерживал связь, я был в Днепре, я сам живу в Днепре. Ребята, которые приезжали в госпиталь, я приходил, общался, помогал то, что надо. И я смотрел просто вот с такими вот глазами, ребята, вы молодцы, я горд вами, блин. Я горд, что я служу в таком подразделении, я горд, что судьба, и благодарен судьбе, что меня закинуло туда, куда я закинула. Я благодарен судьбе, что так сложилось, что, ну, мы с Хуком были знакомы, но больше привет пока, как бы, с 2014 года. Что в 2018 году мы сдружились, оказались на одной позиции, и после того, как меня ранило, и Хук вынес меня, потом получил тоже ранение, я же сказал после госпиталя, переведи меня к себе, и все, как бы я перевелся к Хуку, и вот мы вместе до сих пор. Штурмуете росіян. Ебаш, россияне. Я извиняюсь за свой наглый, просто во мне просыпается израильтянин, а израильский военный лексикон, он как бы, если послушать, как 2 хулигана разговаривают, даже это может быть подполковник с солдатом говорить, потому что там половина идут маты, половина наезды, ну, для человека, который не знает, подумает, что 2 чего-то парня обсуждают какие-то вещи очень нецензурные. На самом деле, как бы, это просто выражение про войну, похвалы, как бы, и, ну. Тут да, как бы, я даже Айдар сравниваю с бригадой, которой я служил в израильской армии, я служил в бригаде Голаны,
спецроте. Бригада Голани — это бригада номер 1 израильской армии. Она основалась в 1948 году, еще до основания Израиля. И неофициально это считается бригада особого назначения для борьбы в тяжелопроходимых местах. Всю свою историю ее начали популяризировать больше после Судного дня. До этого она не искала пиара, самые тяжелые работы выполняла эта бригада, и до сих пор она выполняет. И арабы больше всего боятся голландчиков, потому что для нее это обезбашенные. А кредо Голани, в отличие от десанта, мы не будем делать килл-курс, отборные курсы в нашу бригаду, потому что я докажу, что я возьму людей с улицы, людей разных слоев населения и сделаю из них элиту бойцов. Ну, тут така риторика схожа з Айдаром. Айдар теж бере участь у именно, вот практически, я даже не раз говорил, что мы похожи, потому что тоже братство в бригаде Голани, оно очень сильное. Так же, как и в Айдаре, что человек даже если дембельнулся, нужна помощь там, здесь, там. Мы друг друге очень сильно дбаем. И иногда, когда я рассказываю про службу, люди даже говорят, мы не верим, что ты служишь. Потому что, мне кажется, Айдар построен так, что намного отличает других подразделений тем же отношением, допомогой и все, что делают для бойцов. А мне нравится так служить, потому что так и должно быть. Мы будущее Украины. По мне, может быть, кто-то со мной не согласится, но я считаю, что Украина получила незалежность в 2014 году, а не в 1991. Потому что до этого мы еще колебались, а сейчас мы как раз будуем и строим новую Украину. А чтобы строить новое, надо дать дорогу молодым, и надо создавать что-то свое. Вот сейчас мы создаем, и сейчас мы вертаемся к корням постепенно, шаг за шагом. Я верю, что через пару лет у нас будет сильно велика країна, що себе повертала свободу. Ну і вимагаємо, щоб вам нарешті дали громадянство Украины. Дай бог. Я, честно, не люблю сильно про это говорить, потому что для меня это становится как якорь. Я не могу ни жениться, ни иметь банковский счет, ни сделать там, ни учиться, ничего, ни прописаться даже. Моя прописка — это мой военник. И, да, я даже понимаю, что одна из ситуаций, что я нахожусь между молотом и наковальней. С одной стороны, надо его послать нафиг, с другой стороны, бездоганная служба, дошел до командира, УБД, защитник вітчизни, медаль ОС от Кравченко, орден мужества 3 ступень, орден мужества 2 ступени, еще до орденов мужества, как говорится, армия же своих не бросает, поэтому пока я в армии, не могут трогать, но хотелось же тоже чего-то будувать и относиться. Я не отказываюсь от своих тем, что все, получу гражданство, я сяду на диване, возьму келих пива, задеру ноги и буду плеваться в потолок. Я также готов служить по максимуму, как я могу, а если не служба, то я мечтаю заниматься туризмом и продвигать и туризм в Украине, потому что нам надо возвращать патриотизм. А проблема в патриотизме, когда ты начинаешь людей заставлять, человек пойдет против. Я очень противник заставляния, говори именно на украинском, мове, что-то то, если ты не говоришь, что это. Надо добиться. Я сделал принцип с Израиля. Как сделать так, чтобы в Израиле самые простые солдаты вдруг становятся львами, хотя он там до этого был какой-то, простой парень с улицы, какой-то простой ботаник или какой-то простой работяга, В Израиле с самого детства тебя учат любовью к стране, тем туризмом. Потому что у тебя есть экскурсии, ты едешь на другие места, и потом, когда ты взрастаешь, ты смотришь, тут же бились их там пытались знищить, и ты из-за этого уже понимаешь, как, что, где, и ты самовильно, потому что я знакомился с героем разных войн, ребята. Один там вообще был хипан, пошел я в армию, в боевые, потому что это престижно. А в итоге он оказался героем одной из легендарных битв Судного дня. Другой парень, я вообще хотел быть учителем, пошел в пехоту. Как-то получилось так, что мы попали в передрягу и вырвали, потому что когда ты, любите, я хочу продвинуть, у нас очень красивая краина, у нас каждый регион имеет свою красоту, свои ценности, и чтобы объединить людей, и чтобы привести любовь, поэтому нам и надо показывать людям, объяснять, и когда ты начинаешь с детства, из большого возраста гулять там, на Карпатах, на Донбассе, на Херсонщине, на Харьковщине, Киевщине, Черкащине, Одещине, Бессарабии. Я могу перечислять, я думаю, суток не хватит, потому что за весь час много где я побывал. Я мечтаю, что это не только наша, но и миру. У нас, по правде, очень красивая страна, и чтобы это не развивать,
когда-то в Израиле, когда я занимался туризмом, ты за выходные прогуливаешь 200 баксов, а не проще эти 200 баксов прогулять где-то на природе, посмотреть какое-то красивое место, и хотя бы в душе останется приятное позитивное воспоминание.